Доброго времени суток, друзья! Приветствую вас на канале Personal Experience. В этом видео я поделюсь с вами своим опытом пользования мышью SteelSeries Rival 650, которую я купил 2 года назад. Поехали! Кстати, для тех, кто не видел обзор на эту мышку у меня на канале, с распаковкой, с указанием характеристик, можете перейти вот это видео здесь. Будет оно также и в подсказке к этому видео, и в описании. Вот, как вы можете видеть, вот так вот выглядит мышка после 2 лет использования. То есть покрытие здесь Soft Touch пластик, есть боковые резинки. Это информация для тех, кто не смотрел мое первое видео. Как бы минимальную информацию дам о характеристиках. Вот на боковых панелях имеются резиновые такие вставки. Видите, они потерлись. Вот, как бы в процессе использования неизбежно. И здесь также имеется возможность, кстати, и также у меня они установлены, по-моему, грузики, да? Я максимальный вес использую. Люблю, когда мышь такая максимально увесистая. По 4 грамма с каждой стороны. То есть здесь у нас в данный момент 16 грамм, и с той стороны тоже 16 грамм. Получается, что мы увеличили мышь на 32 грамма вес мыши. Слабым местом данной мыши являются вот эти вот боковые панели, на которых имеются вот эти резинки. Эти резинки со временем начинают отклеиваться. Это сторона, в принципе, целая, просто есть потертость. А вот здесь уже были проблемы, и я делал небольшой ремонт. То есть здесь у меня отклеивалась как говорится, эта резинка с этой панельки, и мне пришлось, так сказать, ее заклеить на суперклей. Хотя есть и другое решение. Сама компания SteelSeries, так сказать, предлагает запасные панели, которые я тоже уже приобрел. Вот они представляются вот в такой пакетике. На официальном сайте можно заказать. Сейчас покажу. Абсолютно оригинальные. Видите, абсолютно новая панель с кнопками приходит. Стоимость данной панели на сайте приблизительно около 10 долларов. Но в моменты, когда, так сказать, на сайте бывают скидки, цена падает практически на 50%. То есть можно купить практически, я думаю, и за 5 долларов тоже. То есть продается в комплекте правая и левая сторона. Так вот. Также в этой мыши стираются вот эти вот ножки, 3, одна верхняя, 2 нижние. Они также продаются отдельно, можно заказать. Они также у меня есть. Я тогда запасливый я заказал себе также с официального сайта. Вот они самоклеющиеся на 3М. Вот так приходит в такой вот маленькой пакетике маленьком. Проблему с отклеивающимися боковыми резинками также можно решить вот при помощи сторонних, неоригинальных решений. Например, на Амазоне я нашел вот такой вот комплект. Видите, здесь есть вот 2 боковые, как бы правые для правой панельки, и вот длинненькая для левой панельки. Стоит, видите, здесь около 9 долларов. И 61, так сказать, человек оставил отзыв, 72% из них положительные. И я почитал отзывы, и говорят, что клей, который используется вот в этих неоригинальных панельках, он достаточно прочный и превосходит оригинальный клей. Но я также еще слышал, что в новых, так сказать, в мышах и в новых панелях, которые выпускает сама SteelSeries, эта проблема уже решена, и поэтому я думаю, надеюсь, что в моей новой мыши такой проблемы не будет. Но в любом случае у меня есть запасной комплект, который можно будет потом еще и докупить, если что.
Да, так что вот то, что мне нравится в компании SteelSeries, она всегда как бы отдельно продает аксессуары, которые, допустим, могут со временем портиться, например, это всякие кабели, амбушюры для наушников и все остальное. То есть на официальном сайте все это есть. Если мы войдем в аксессуары, вот здесь есть даже боковые панельки для наушников, всякие вот здесь вот ножки для разных видов мышей и вот эти самые боковые панели. Вот видите, сейчас были 9,99, как я говорил, а сейчас 4,99. То есть всего $5. Эти скидки, кстати, продлятся до 1 декабря, так что если вы хотите, можете войти на сайт официальный и купить. Кстати, если вы будете устанавливать страну, то покупайте с американского магазина, цены там намного дешевле, чем, допустим, в других странах, потому что там в долларах относительно, и, как говорится, в этом смысле выгоднее покупать, чем, допустим, в европейских магазинах за евро или, допустим, даже на английском языке серпни. То есть здесь цены и скидки самые лучшие. Так. Ну, причина, чтобы снять данное видео, основная причина, это в том, что эта мышка, она уже пришла в негодность. Я покупал эту мышь на сайте Amazon, и на тот момент она была уже, так сказать, восстановленная. Те, кто покупают на Амазоне, знают, что там встречаются такие товары, которые были возвращены в магазин по той или иной причине, или, допустим, в сервисный центр, а потом на, так сказать, в официальном сервисе их восстанавливают для уровня нового товара, и их можно приобрести с очень значительной скидкой. Так и поступил я. То есть при цене на эту мышь 2 года назад, по-моему, около $120, я тогда ее приобрел всего лишь за 50, что ли, честно говоря, не помню. Если вам интересно, можете посмотреть в моем старом видео, там вся эта информация имеется. И пользовался ей без проблем в течение 2 лет, и буквально дней 10 назад эта вот левая клавиша, она перестала нормально реагировать. То есть щелчок есть, вот видите, так, да, но он не срабатывает вообще абсолютно. То есть все остальное работает нормально. Ни с того ни с сего, как говорится, левая клавиша стала туго срабатывать. То есть, чтобы нажать ее, мне приходится вдавливать клавишу, прилагать усилия. Это, как говорится, очень неудобно. Проблемы с двойным кликом вообще. То есть, чтобы 2 раза попасть, 2 раза кликнуть на, допустим, да, на какой-то файл, чтобы открыть его, практически невозможно. То есть, поэтому мне пришлось, я долго думал, зашел на официальный сайт. Сейчас, кстати, на сайте официальном есть очень хорошие большие скидки на большое количество товаров. Вот вы сейчас можете видеть. Дать рекламу мне SteelSeries вообще ничего не платит, ничего. Я просто поклонник данной марки, поэтому у меня и клавиатура, и коврик, и мышка, вот как вот это, да, даже кепка от SteelSeries, вот видите логотип, да, вот с этой стороны, да. Так что я просто энтузиаст, как говорится, который, я не знаю, мне бы хотя бы спасибо SteelSeries сказал бы, потому что я делаю вот так вот обзоры на товары. И вот я посмотрел на модельный ряд. Честно говоря, ничего лучше, и ничего выгоднее, чем опять приобрести Rival 650, я, как говорится, ни к чему не пришел. То есть самая большая скидка на нее. И смотрите, цена со $120 упала на $80. То есть и я, недолго думая, приобрел себе новую Rival 650. Так как я, в принципе, был доволен этой мышью в плане того, что она была очень удобная, и даже сейчас, то есть если бы не эта проблема с вот этим, да, кликом по левой клавише, то есть я думаю, никаких проблем других с этой мышью у меня не было, и поэтому, то есть я думаю, может быть, мне попался именно проблемный вариант, восстановленный, и с этой целью, я думаю,
купил заново, потому что все новые модели, несмотря на то, что они некоторые даже стоят дороже, то есть видите, вот, допустим, Prime Wireless, но они невзрачные, честно говоря, для меня, то есть эстетический вид тоже имеет значение, поэтому, то есть, как бы у меня на столе очень много RGB, и, соответственно, вот это вот все мне очень радует, мне очень радует глаз, поэтому я решил купить ту же самую модель. Надеюсь, что она будет служить мне дольше, чем это, потому что, опять-таки повторяюсь, я думаю, что мышь изначально была проблемная, и вопрос в том, когда она перестанет работать, это был просто вопросом времени. Так как, например, если посмотреть на характеристики ее, сейчас давайте возьмем, то есть вы можете посмотреть, то есть это одна из самых топовых моделей на тот момент, на момент покупки. Богатая комплектация у нее, то есть у новых моделей ничего такого нет, ни грузиков нет, то есть как бы невозможно кастомизировать под себя. То есть сейчас тенденция такая, да, все к облегченному весу идет. Но мне, например, нравится, когда мышка такая увесистая, то есть ты ее водишь по ковру и чувствуешь, что, как говорится, да, это качество, и очень удобно лежит в руке. Да, и вот поэтому я все-таки решил вернуться, да, то есть как бы не менять, вернее, да, модель, а просто поменять экземпляр. Вот этот двойный сенсор у нее, то есть все, в принципе, я пользованием этой мыши очень доволен, то есть как она быстро заряжается, как она лежит в руке. Ну, единственное, то, что вот проблема у меня была возникла только лишь с этой клавишей. Так, друзья, я подключил новую мышь, купленную вот через такой вот USB передатчик. Ну, можно его непосредственно включить в компьютер, но так как чтобы сигнал был лучше, да, расстояние от мыши до передатчика было минимальным, то есть есть такой вот переходник, и его можно держать на столе, чтобы сигнал был идеальным. Так как это спортивная мышь, киберспортивная мышь, здесь каждая миллисекунда дорога. Подсветка включена. Сейчас в данный момент синхронная с подсветкой всех девайсов, моих девайсов от SteelSeries. Вот как вы видите, вот мои девайсы от SteelSeries. В данный момент вот мышь, коврик, MSI мониторы, 2 наушники и клавиатура Apex 7. Кстати, все обзоры на эти комплектующие гаджеты все есть у меня на канале в отдельном плейлисте лучшие от SteelSeries. Можете зайти посмотреть, будут тут вопросы, задавайте в комментариях. Итак, вот на этой, так сказать, ноте хотел бы завершить свое видео. Думаю, оно было кому-то полезным. Если вы сейчас думаете о покупке мыши для компьютера и присматриваетесь к этой модели SteelSeries Rival 650, есть такая же модель, только проводная, Rival 600, они идентичны. Rival 650 беспроводная, но также работает в проводном режиме, то есть если его подключить вот сюда, то есть вот это вот гнездо, видите, вот, то есть и можно пользоваться в проводном режиме. Заряжается в течение 15 минут на практически один день пользования. Очень быстрый, есть режим быстрой зарядки. Вот так вот, ребят. Если было видео вам полезно, пожалуйста, поставьте лайк, пишите комментарии, обязательно отвечу. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, поддержите меня подпиской, не поскупитесь на лайк. Это очень важно, чтобы видео продвигалось по алгоритмам YouTube. А самое главное, берите себя и своих близких. До новых встреч!